Добро пожаловать на канал. Это моя авторская история о потере и надежде, которая возвращается даже после долгой тишины. Иногда достаточно одного шага, чтобы жизнь снова начала двигаться. Приятного просмотра. Вечером Лукас Миллер вернулся в свой дом в Остине, штат Техас, и сразу почувствовал тревогу. Дом был непривычно тихим. Он прошел в сад и увидел картину, которая на мгновение лишила его дыхания. Его 3 маленькие дочери, неподвижные и молчаливые уже 3 года, лежали на пледе на траве и впервые тянули руки, реагировали на мир, будто просыпались. В этот момент в сердце Лукаса появилась надежда, которую он считал навсегда потерянной. 3 года назад Лукас потерял жену Эмили Миллер, умершую при родах. Их тройняшки, Энни, Мэйбел и Айви, выжили, но вместе с матерью из семьи ушла и жизнь. Лукас погрузился в горе, перестал смеяться, слушать музыку и смотреть в будущее. Он обеспечивал дочерям уход и безопасность, но не давал им главного – живого присутствия. Девочки росли в тишине, не развивались, будто отражая внутреннюю пустоту отца. Врачи не находили физических причин, но Лукас отказался принять мысль, что его боль передается детям. Перелом произошел с появлением Джасмин Брукс, новой помощницы по дому. За ее плечами был опыт работы с детьми и тяжелая личная история, научившая ее не бояться боли. Увидев девочек, она поняла, что они не утратили способность чувствовать. Они просто ждали сигнала, что жить безопасно. Джасмин нашла воспоминания об Эмиле, музыку, записи, следы любви, которые Лукас спрятал, потому что не мог вынести утрату. Вместо осторожного выживания в доме снова появились движения, свет и звук. Лукас стал свидетелем первых откликов дочерей, взгляда, жеста, попытки улыбки. Он понял, что страх в его собственных глазах возвращает их в неподвижность. Осознание было болезненным, но очищающим. Постепенно Лукас начал участвовать в жизни девочек. Оставался дома, садился с ними на пол, слушал музыку, позволял себе быть неловким и живым. Вместе с этим девочки начали меняться, сначала едва заметно, затем все увереннее. Прошли недели. В доме в Остине снова зазвучала музыка, в саду появились пледы, а в сердцах – движения. Девочки начали реагировать друг на друга и на отца, делать первые попытки двигаться и издавать звуки. Лукас перестал скрываться от памяти жены и понял, что любовь – это не защита от боли, а готовность быть рядом, даже когда больно. История этой семьи не стала мгновенным чудом, но стала возвращением к жизни. Иногда исцеление начинается не с медицины и не с денег, а с простого решения – перестать прятаться и снова попробовать любить. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.